Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня, как и обещал, я расскажу вам о радио Neva PT322. Этому радио примерно года 2. Находится оно в квартире родителей, оно никогда не включалось в обычную электросеть. В принципе, оно абсолютно новое, им пользовались просто как говорилка, но вот в таком вот режиме. На первой кнопочке у них все время говорит. На этом все. Вот, что можно сказать об этом радио чудо-приемнике? Сзади оно выглядит вот так вот. Его можно повесить на стену. Есть крепление для стены. Это радио для городов России, кроме Москвы, потому что оно на 30 вольт рассчитано. В Москве на 15 вольт такое же надо покупать. Иначе работать не будет. Вот. Их два типа. Это важно. Сейчас я его включил в розетку. Вот эта клавиша включает сеть. Вот. Тут загорелась кнопочка зелененькая, что сеть подключена. Так, включаем звук. Вот сейчас включена первая кнопка. Включаем вторую кнопку. Это радио Маяк. Включаем третью кнопку. Здесь должно быть еще одно радио, но оно почему-то не вещает. В Петербурге вообще беда какая-то с этими кнопками. В моей квартире, где я живу, вообще только одна клавиша работает. В этой две, как видите. Первая и Петр Фоменко стал режиссером. Третья не работает. Ну-ка, что-то заработало? А нет, что-то работает, но это вот на полную громкость. Считайте, что не работает в общем. Да. Вот. Здесь вот есть такой переключатель. Радио и таймер. Я так понимаю, что должно загореться вот это вот табло внизу и выставляться время на таймере. Но нет. Напоминаю, радио новое. Сеть не включалась. Этим переключателем никто никогда не пользовался. Единственное, что происходит при этом переключателе, первая кнопка работает, а вторая и третья не работают. В режиме радио работает, как бы все кнопки должны работать. Так, если выключить из сети, ну я выключу переключателем, то естественно оно будет просто работать в режиме громкоговорителя, но только на первой клавише. Вот, выглядит оно вот такой вот толщины. В принципе, достаточно толстенькая. Можно подключить наушники к нему. Ну, не знаю. Меня разочаровывает то, что дисплей на нем уже не работает. Выводы сами делаете. Стоит вам его покупать или нет.